Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нити Истории. В этом ролике вы узнаете, что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Поехали! Кстати, дорогие друзья, у нас появилась своя группа ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на нее, ведь там каждый день будут публиковаться интересные новости, рассказы, статьи и опросы, а также анонсы новых роликов. Поэтому переходите по ссылочке в описании к видео и подписывайтесь на нашу группу в ВК. Несмотря на то, что осенью 1941 года немцы были на подступах к Москве и могли вскоре ворваться в сам город, Сталин из столицы не уехал. Но возможность поражения под Москвой кремлевскими аналитиками безусловно рассматривалась. И подробный план действий был разработан, и необходимые меры на этот случай были приняты. Официальная пропаганда не раз цитировала изречение Кутузова: «С потерей Москвы не потеряна Россия». Народ слушал и понимал, это неспроста. Западной столицей в случае потери Москвы должен был стать город Куйбышев или Самара. Он ей наполовину уже стал. В октябре 1941 года правительство и дипломатический корпус эвакуировались в этот город. Диктор Левитан вещал своим стальным голосом: «Говорит Москва». Вовсе не из Москвы, а из Куйбышева. 15 октября 1941 Государственный комитет обороны издал совершенно секретное постановление об эвакуации столицы СССР города Москвы в город Куйбышев. Будь оно хоть трижды секретным, утаить масштабную эвакуацию правительственных учреждений, государственных и партийных организаций было невозможно. Руководители среднего и низшего звена бежали из города вместе с семьями, вывозя личное и казенное имущество. Заводы готовили к минированию, рабочим выдавали расчет и всю месячную зарплату. Метро не работало единственный раз в своей истории. Его готовили к подрыву и затоплению. Все это спровоцировало хаос, который царил в Москве 16-19 октября. Под влиянием этой волны всеобщей деморализации Сталин передумал эвакуироваться. Он понял, что после его отъезда управление и сопротивление в Москве окончательно развалятся, и столица неминуемо падет. Поэтому и пошел на риск, оставшись в Кремле вместе с несколькими членами Политбюро и малой группой сотрудников оперативного управления Генштаба. В мемуарах Жукова и воспоминаниях лиц из окружения вождя описан такой эпизод, когда правительство уехало, все ждали отъезда Сталина, но никто не решался спросить его об этом. Наконец, осторожная формулировка была найдена: «Товарищ Сталин, уже можно отправить в Куйбышев полк охраны. Не надо. Если будет нужно, я этот полк сам поведу в атаку», — ответил вождь. Популярная байка о том, как Сталин приехал в Рогожско-Симоновский тупик, где стоял специальный поезд. Задумчиво ходил по платформе, решая, ехать в Куйбышев или остаться в Москве. На самом деле этого не было. Спецпоезд, по свидетельствам сотрудников охраны, действительно был подготовлен. Более того, на аэродроме имени Фрунзе наготове стояли еще и самолет Дуглас с истребителями прикрытия. Однако вождь ни разу не приехал ни в тупик, ни на аэродром. Что же делать, если немцы все-таки возьмут столицу? В таком случае Ставка Верховного Главнокомандования планировала создать новый стратегический рубеж обороны. На этом укрепленном рубеже запланировали расположить 10 новых резервных армий. Из-за него же, в случае поражения под Москвой и на Украине, должны были отходить остатки прочих советских войск. Южная часть этого рубежа, проходившая по Волге, совпадала с линией, которой по плану Барбаросса должны были в итоге достичь германские войска. Только Гитлер со своими стратегами планировал вытеснить за Волгу уже полностью потерявший управление и боеспособность остатки советских войск. А Сталин рассматривал это отступление лишь как вынужденный вариант, при котором сопротивление все равно продолжалось бы. Если вам понравился этот ролик, не забывайте поддержать нас лайком. Также пишите в комментариях, как вы думаете, что бы случилось, если бы немцы взяли Москву. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми.